Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в ЕС заметно меняется общее настроение после заявления Дональда Трампа по вопросам торговли и Арктики. В Берлине и в Брюсселе все чаще обсуждают, что прежние модели отношений с Соединенными Штатами Америки вызывают все больше сомнения. Фридрих Мерц говорит о возможных рисках для Германии, а Урсула фон дер Ляйен подчеркивает, что Европе необходимо усиливать собственную самостоятельность. И это еще не все. На глазах разворачивается серьезный сдвиг внутри самой Германии. Китайский автоконцерн BYD неожиданно вырывается вперед. Продажи растут в разы, и немецкий автопром впервые за десятилетия сталкивается с усиленным давлением прямо на своем домашнем рынке. И напоследок еще одна тема совсем из другой области, но я не мог ее пропустить. И она очень показательна. В Германии активно обсуждают обычный продукт – это бананы, поскольку выясняется, что полностью коричневые фрукты могут начать процесс ферментации, менять свои свойства и вызывать вопросы с точки зрения качества. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Европе усиливается обеспокоенность после серии заявлений Дональда Трампа о торговых санкциях и позиции по Арктике. Все чаще обсуждают серьезный пересмотр модели отношений с Соединенными Штатами Америки, которые многие в ЕС ранее считали основой стабильности. Одна из ведущих немецких газет формирует это предельно резко, заявляя, что прежние ожидания Европы в отношении США больше не оправдываются. Исторически послевоенная трансатлантическая система, вы знаете, строилась на простой логике. Соединенные Штаты Америки гарантируют безопасность, а Европа остается экономическим и политическим партнером. Для Германии это десятилетиями означало доступ к рынкам, защиту и стратегическую предсказуемость. Но в последние годы эта система начала ослабевать, и сейчас изменения стали заметными многим наблюдателям. Причина не в одном резком шаге, а в цепочке решений. После возвращения в Белый дом Дональд Трамп изменил подход к внешней политике, включая торговые пошлины в отношении партнеров, дискуссии по вопросам обороны и заявления по Гренландии и Арктике. В Берлине это больше не воспринимают как переговорную тактику. Канцлер Германии Фридрих Мерц открыто говорит, что прежняя зависимость от США стала фактором риска для экономики и безопасности страны. В Брюсселе позиция звучит не мягче. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо дает понять, что Европа больше не может строить свою стратегию, исходя из предложения, что Вашингтон всегда будет действовать как союзник. Именно поэтому в ЕС все активнее обсуждают собственные инструменты, включая торговые меры, развитие самостоятельных решений в сфере безопасности и контроль над критически важными технологиями. Сегодня общественное мнение в Европе резко меняется, все больше людей осознают, что гарантии безопасности, на которые опирались десятилетиями, больше не выглядят безусловными. Впервые за многие десятилетия Германия и другие страны ЕС рассматривают сценарий, при котором в Европе необходимо самостоятельно отстаивать свои интересы без автоматической поддержки Соединенных Штатов Америки. И вы знаете, парадокс ситуации в том, что формально у США и Европы по-прежнему много общих интересов, например, та же торговля, технологии, безопасность, но при Дональде Трампе эти интересы все чаще сталкиваются между собой. Для Берлина и Брюсселя это означает одно – старая модель трансатлантических отношений больше не работает автоматически. И каждое новое решение Вашингтона теперь рассматривается не как союзнический шаг, а как потенциальный риск. Сегодня мы с вами видим, что главный вывод, который делают в Германии и Европейском Союзе, предельно практичный, то есть союзы не вечные, если исчезают совпадения интересов. И когда крупнейший партнер начинает действовать исключительно в собственных целях, Европе приходится срочно пересчитывать свои экономические, оборонные и политические ставки. Следующая новость, одна из самых важных для Германии. В Германии произошел редкий и показательный рывок. Китайский автопроизводитель BYD за год увеличил количество зарегистрированных машин в стране более чем на 700%. И это отражает не только успех одной компании, но и глубокие изменения в автомобильном рынке всей Германии. Сам BYD называет 2025 год успешным, а рост регистрации новых машин результатом агрессивной стратегии и быстрой адаптации к спросу. Цифры впечатляют. Внимание! Число дилерских и сервисных точек BYD выросла с 26 до 150 за год. Причем компания планирует увеличить эту сеть до 350 точек к концу 2026 года. И это такой масштаб, которого немецкие производители обычно достигают годами. Приведу пример. В модельном ряду сейчас 11 машин от чисто электрических до гибридов с интеллектуальным управлением, что позволяет бренду охватывать почти 90% сегментов потребительского авторынка. Особо выделяются гибридные модели, такие как Xiaoyu, которая возглавляла немецкие регистрации среди плагин-гибридов в ноябре,
и Сиал-6 заняла 4-е место в том же месяце. Сегодня это происходит, как я вам рассказывал, на фоне общего роста рынка электромобилей. В 2025 году продажи электрических авто и гибридов в Германии выросли более чем на 40%, несмотря на окончание государственной программы субсидий в 2023 году. Китайские бренды сыграли в этом ключевую роль, а BYD уже обошел Tesla по продажам в Германии. Сам факт такого роста – это новый вызов к условиям немецкой автомобильной индустрии. Volkswagen, BMW и Mercedes десятилетиями, как вы знаете, доминировали на домашнем рынке. Теперь же покупатели все активнее выбирают именно китайские модели, которые часто стоят дешевле и предлагают гибридные технологии на уровне или выше, чем дорогие аналоги. Для Германии это серьезное переосмысление собственной модели экономического успеха. Производители сталкиваются с тем, что реакция на запросы клиентов по цене и гибридным решениям была медленной, а китайцы воспользовались этой задержкой и быстро, соответственно, заняли свободную нишу. Еще один пример меняющейся логики рынка – это шаг BYD по расширению инфраструктуры. Компания собирается установить, как я сказал, более 300 зарядных станций, мегафлэш по всей Германии. Это усиливает ее позиции и снижает зависимость покупателей от устаревшей сети. Таким образом, уже видно, что история BYD в Германии стала важным сигналом для всего немецкого автопрома, где конкуренция определяется скоростью реакции на спрос, масштабом сети обслуживания и способностью предлагать доступные решения на разных ценовых уровнях. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Банан может перебродить, и это реально, а не выдумка. В Германии специалисты снова предупредили, что полностью коричневые бананы не просто мягче и слаще, как мы с вами привыкли думать, а они уже начинают ферментироваться, то есть в мякоти появляется алкоголь. В исследовании для Баварии обнаружили 7,37 грамма алкоголя на килограмм мякоти. Для взрослого человека это может быть и мало, но для обычного питания это уже сигнал, что фрукт изменился химически. Почему же это все происходит? Потому что банан – это на самом деле живой продукт. Когда он лежит и дозревает, сахар в нем растет, а вместе с ним, как вы понимаете, активизируются ферменты и микроорганизмы. И если банан стал черно-коричневым и сильно мягким, то он уже не просто перезрелый, а начал бродить. Это похоже даже на виноград, который при длительном хранении может менять свои свойства и начинать естественные процессы ферментации. И хочу сказать вам, почему это важно. Такие бананы меняют вкус и структуру. Они становятся слишком сладкими и тяжелыми для нашего с вами желудка. Это не потому, что банан вредный, а потому что он уже не тот, что был. Но есть и практический вывод. Коричневые бананы все-таки лучше использовать не сырыми. Например, они подходят для выпечки или в качестве ингредиента для сладкой выпечки. Потому что мы с вами, как отличные кулинары, которые прекрасно и даже изысканно готовят, знаем, что при нагреве алкоголь испаряется, а сладость остается. То есть перезрелый банан может быть полезным, но только после термообработки. И я хотел бы обратить ваше внимание еще на один момент, который многие не замечают. Бананы часто продают зелеными, чтобы, скажем так, дозреть, но уже в магазине или дома. Это нормальная практика на самом деле, но еще раз повторю, что когда фрукт становится полностью коричневым, он уже перестает быть просто фруктом, а он становится тем продуктом, который меняет свои химические свойства. И это отличает его от большинства других фруктов. Поэтому сейчас нам с вами необходимо запомнить, что банан не просто банан. Он живой и быстро меняется, и если вы видите, что банан стал полностью коричневым, лучше использовать его в термически обработанном виде. Это не про страх, а про понимание, что природа делает свое, но иногда продукт уже, скажем так, перешел ту границу, когда его свойства становятся другими. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.